Итак, здравствуйте. А, Перед вами новый проект развития библиотеки Qt. А именно, мы написали свой класс, аналог QTableView. Значит, вот он перед вами на экране, наш вариант. Это шаблон. Можно теперь выводить строки как бы по шаблону. То есть вот первое поле, вот второе, пятое, четвертое — это номера, как в модели данных, то есть номер поля. Их можно располагать теперь вот по некому шаблону. Вот. Шаблоны применяются динамически, то есть можно их менять. Вот опять такой шаблон, такой шаблон. Вот. Да, что здесь интересного? Делегаты работают, это вообще не проблема. Они штатно работают. Э, По поводу что здесь интересного, вообще говоря? Размеры. Да, можно менять, настраивать. Так, активно. Причем строка, вот сейчас вам покажу, вот она меняет. Она переносится. То есть, если в таком виде она вот сокращается, 3 точки в конце, то вот так можно ее увидеть полностью. Вот. Вроде бы чего сложного, да, в этом классе. Вот он, мы его называем QP Table View. QP — это наш префикс, который мы используем, ну, чтобы различать Qt-шные исходники и наши. Тут еще такой нюанс, что мы собираем свои классы в составе исходников Qt. То есть нам не удалось их вытащить наружу, чтобы вы могли их просто взять, там несколько файлов, кинуть в свой проект, и все собралось. Не, ничего так не очень получается. На сегодняшний день мы предлагаем вам, как и мы, собирать в составе исходников, пересобираем, то есть Qt с этими классами, а потом, естественно, в своих проектах уже пользуемся без вопросов. Вот. Ну, в общем, идея новая. Реализации таких в интернете я лично не нашел. Нигде, ни в Европе, ни в Китае. Как-то все довольно грустно. Ну вот, а мы вот так вот придумали вот такую, например, систему. То есть мы, по сути, указываем, вот я щелкаю, указываем как бы матрицу, вот куда, например, выводить поле с номером один, оно вот получается на две как бы ячейки. Поле с номером 2 тоже на две ячейки. Поле ноль на две ячейки, но по вертикали. То есть получается, что как бы это ряд, то есть два ряда. Можно, конечно, и в три ряда и так далее. Не запрещено. Вот. Вот такая история. Первое видео. Очень долго мы, кстати, работали над этим классом. Вот, потому что вроде бы несложно изначально. Идея в чем? Переопределить метод paint_event у таблицы и рисовать все, что хочешь. В принципе, ты можешь там рисовать вот все, что хочешь. Но и мы нарисовали, в принципе, быстро. Но дело в том, что дальше выясняется, что задействовано, ну, например, вот что мы сейчас делаем? Мы выделяем ячейку. Это модель выделения. Надо уметь ее обрабатывать события, чтобы все грамотно выделялось. Вот. Потом ресайз ширины колонн, скажем так. Вот он работает. А что происходит в этот момент по факту? Происходит переотрисовка. Вот мы дергаем мышку, тащим ячейку и видим, как все меняется. Но под капотом происходит, по сути, репейнт каждый раз всей таблицы, пересчет и так далее. То есть это такая не очень простая тема, на нее ушло очень много времени. В основном в этом связано всё. Вот.
Что еще интересного? Ну, в целом, мы ее еще не применяли. Это первая бета-версия. Ну, вот. Кстати, вот вижу, например, что здесь почему-то не выделяется ячейка. Интересно, почему? Конечно, надо доработать, конечно, что-то. Она должна полностью выделяться. Тут. Вот. В общем, бета-версия. Проект будет развиваться, применяться в коммерческих проектах с наших уже. Будем доводить до конца. Вот, а пока вот то, что есть, то есть. Ну, вот это редактирование, это понятно, это штатный делегат по умолчанию вызывается. А здесь, например, мы определили свой делегат и повесили сюда список. Вот. Ну, скажем так, вот нам, например, штатный делегат не очень нравится, как он входит в режим редактирования. Вообще было бы как можно сделать как-то поудобнее, посимпатичней. Вот. И так далее. И что еще, например, скроллинг. Тоже при скроллинге, естественно, происходит отрисовка. Это не так просто все делается. Ну, у нас, например, это работает. Если так сделать, работает скроллинг на данный момент нормально. Вот он их рисует. Вот так вот. Ну, в общем, проект открытый. На сайте, на гитхабе, на хабре. Все будет выложено. Так, в ближайшее время. Если интересно, присоединяйтесь. В принципе, будем исправлять ошибки вместе, как говорится. Но суть в чем? Если мы умеем и понимаем, как происходит отрисовка в Qt, это очень большой плюс. Потому что с этим связана масса проблем, вопросов на форумах, все обсуждают. Но когда ты один раз сделаешь это сам и поймешь, кстати, количество строчек кода там не 1000, ну, может, 10 тысяч, ну, которые приходится изучить. Один раз сделал, и дальше весь этот интерфейс графический ты уже понимаешь, как он работает, стили в том числе и так далее. Понимаешь, почему можно как-то применить стиль какой-то, там, отступ, а где почему, ты знаешь, уже нельзя. Ну, вот ограничения Qt, например, не реализовано что-то. Но ты можешь всегда это реализовать сам. Это огромный плюс. Ушло у нас на это где-то, скажу честно, больше месяца. Недели 4-5. Вот. Но оно того стоило. Так что ставим галочку себе и дальше делаем все, что нам хочется. Реализуем любые модели представления и не паримся ни о чем. Вот на этом все. Дальше какие-то подробности будут в следующих видео. Подписывайтесь. Всего всем доброго. До свидания.